Здравствуйте, уважаемые друзья! Очередной ремонт баяна. Попался мне в руки вот такой баян Этюд, всем и хорошо известный. Вот сейчас у меня вот этот вот полукорпус в руках находится. Вот один полукорпус, правый полукорпус. И левый полукорпус. Так вот он расположен. Вот. Что здесь не так? Что здесь необходимо сделать? Вот в левой части, видимо, от удара его случайно уронили или что с ним произошло, все толкатели, которые аккордовые, они вылетели. Вот у меня целый мешочек этих толкателей, их нужно будет установить на месте, да? Басовые я снял, разложил, здесь вот они у меня лежат. Мы будем восстанавливать работоспособность левой клавиатуры. Вот. Ну и заодно я снял вот эту вот панельку. Вот она. Она со временем очень сильно пожелтела. И вот смотрите сейчас в каком она состоянии. Я уже ее отбелил, получается. И отбелилась она очень даже хорошо. Можно сказать, что почти идеально. Конечно, придаст хороший вид баяну. Вот. Все это нужно будет собрать. Здесь резонаторы я уже снимал. Их немножко сделал ревизию. Восстановил залоги, которые отходили. Вот. Соберем, когда соберем весь баян, посмотрим, как он будет звучать. Может быть, нужно еще что-то сделать, может где-то что-то не строить, подстроить необходимо будет. Вот. Мех у него в более-менее нормальном состоянии, но нужно будет тоже небольшую ревизию ему сделать. Здесь вот какая-то краска непонятная будет. Посмотреть, как ее очистить. Так, это в левой части. В правой части здесь вот снят один резонатор, потому что в резонаторе была трещина. Здесь вот голосовые планки я снял в первой. Залил клеем, все это струбциной стянул, вот такой вот струбциной. Все это заклеилось, еще сверху пролил лаком. Ну и будем устанавливать планки на место голосовые и заливать воском их, восковать. Вот. Ну а дальше посмотрим, что еще потребуется сделать по этому инструменту. Инструмент, в общем-то, такой достаточно хороший, и возможно он будет сразу нормально звучать. Но здесь еще потребуется немножко у нас провести ревизию вот этих вот залогов, которые здесь имеются. Вот, уважаемые друзья, обнаружилась еще одна проблема с баяном Этюд. Здесь необходимо переклеивать все клапаны в правой части, во всяком случае, правой клавиатуры. Здесь, с этой стороны и с этой стороны. Потому что клапаны начали расслаиваться. Поролон, который здесь стоял, пришел в негодность. Поэтому будем ставить из более совершенного материала кожа фетр. Здесь была кожа поролон. Ну вот, уважаемые друзья, профилактику резонаторов я сделал. Это тут клееный резонатор, немножко завосковал его, выровнял все залоги. Они сейчас в хорошем состоянии здесь вот. Вот, посмотрите. Вот. Вот, будем заниматься дальше клапанами. То есть вот эти клапаны мы будем переклеивать.
Вот как с этой стороны, так и с этой тоже. То есть правая клавиатура, полностью клапаны все переклеим. Вот, друзья, я демонтировал все клапаны отсюда. Вот все снял, как видно хорошо, да? Вот, разложил их здесь. И вот посмотрите, что с ними, собственно говоря, происходит. Вот видите? Вот видите, сейчас, минутку, чтобы видно было. Вот видите, они отделяются прям вот этот. Вот пропал материал под названием поролон. И вот эта кожа прямо отделяется. Возьмем следующий. Вот смотрите. Вот. Видите? Легко отклеивается. То есть вот этот поролон, его нужно очистить от него и проклеить другим материалом. Вот он. Ну вот, уважаемые друзья, продолжаем ремонт баяна Этюд. В данном случае, что я уже сделал? Значит, я отбелил вот эту вот лицевую декоративную часть, панельку для левой клавиатуры, да? Она сейчас беленькая, хорошенькая. И начинаю заниматься установкой левой клавиатуры набором. И плюс параллельно еще переклеил все клапаны. Как их переклеивать, я рассказывал в предыдущих видео. Сейчас будем их разрезать, что я тоже показывал, как это делается в предыдущих видео, и устанавливать на месте. Ну, продолжаю рассказывать о ремонте баяна Этюд. Вот этот замечательный баянчик. Что я здесь сделал? Ну, во-первых, переклеил полностью все клапаны и набрал их сюда, вот поставил их на место. Теперь они работают очень хорошо, прикрывают поток воздуха. Еще идет небольшая настройка их. Вот. Здесь также с этой стороны заменил все клапаны и установил. Ну, тут я установил сейчас декоративную решеточку, которая прикрывает сейчас, на которой, кстати, поменял вот этот вот материал. Вот. Эта решетка у меня пока снята. Материал тоже поменял здесь весь. Вот. Так. Здесь, в левой части, набрал полностью всю клавиатуру. Вот. Сейчас идет регулировка и выставление зазоров. Здесь, чтобы клавиатура работала. Одновременно нажимались все звуки. Ну, так-то он даже уже звучит, баян. На этой декоративной решетке тоже поменял материал. Который будет устанавливаться вот сюда вот. Здесь останется установить еще один ремешок. Его немножко надо подделать. Этот ремешок уже подделан, и он уже хороший. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот, подошел к концу ремонт баяна Этюд. Достаточно интересный баянчик. Идеален для обучения на нем молодых людей, подростков. Сам в музыкальной школе на таком раньше учился. Ну, что мне удалось сделать здесь? Здесь
Повторюсь, заменил полностью все клапаны, переклеил в левой части, вернее в правой части. Заменил материал решетки, который уже потерял свой товарный вид. Здесь, здесь и с левой части тоже здесь. Значит, настроил клавиатуру по высоте, чтобы она не задевала, клапаны, чтобы не задевали. Ничего. Здесь, значит, у меня попался в таком виде, что эта клавиатура была немножко сломана, ну то есть вылетели толкатели все с кнопками, и просто устанавливал на место. Вот сейчас он в таком вот состоянии. Вот баянчик. Вот могу даже показать с этой стороны его. Вот так вот он выглядит. Вот. Ремни, конечно, не новые, но они еще в приличном состоянии, они еще послужат. Немножко подремонтировал их. Этот ремень тоже подремонтировал. Клавиатура с левой стороны настроена. Работает. Басовая левая часть. Мажорные аккорды. Так. Все. Минорные аккорды. Так. Септаккорд. Ну, теперь что-нибудь сыграем на нем.
так звучит баян. Компрессия за счет того, что я в левой части переклейку клапана не делал, ну, на четверочку, скажем так. То есть компрессия, ну, такая, на четверку. Вот такой вот баян. Очень рекомендую. Очень хороший баян. Сам учился на таком баяне. Называется этюд Тульской фабрики музыкальных инструментов. Или Тульская гармонь. Сейчас она называется. Хороший баянчик. Все, удачи, до свидания. Ждите новых ремонтов. Ставьте лайки или дизлайки.